Всем привет, с вами Оля, вы на канале Шитие Мое, и я продолжаю работать над блузкой, которую вы видите на манекене. Это, конечно же, макет уже третий, то есть я путем проб и ошибок доходила до идеала, и я до него дошла. Сегодня не будет никакого моделирования, сегодня мы не используем никакие базовые выкройки, никаких сложных расчетов, никаких формул, все просто и доступно. Сегодня я покажу вам, как построить выкройку такой блузки с нуля. При этом какая будет свобода, какой плотности будет сборка, решать только вам. Если вы не видели предыдущие два видео, то вы не знаете, что первый макет я делала с густой, достаточно плотной сборкой. Этот макет я решила сделать с умеренной сборкой, и вы, просмотрев все три видео, можете сравнить, как выглядит первый макет, как выглядит второй макет и как выглядит третий макет. Этот макет я считаю идеальным. Ну и что касается сборки, вы будете решать сами, какую вам сборку. Этот, конечно, макет не доделан, потому что тут должна быть еще манжета, низ должен быть длиннее гораздо. Ну, в общем, это уже будете решать вы сами, какой длины, какой ширины, какая будет сборка и все прочее. Для меня важно сейчас вам передать, как построить верхнюю часть, как построить рукавчик, как построить нижнюю часть и как это все потом собрать. Очень важный момент – это выбор ткани. На мне манекен выполнен из грубой, плотной, формодержащей бязи. Но если ваша блузочка будет выполнена из тонкой, струящейся, шелковистой тканьки, блузочка будет просто шикарной. И, кстати, одна подписчица мне написала, что можно ткань комбинировать. Например, верхняя часть из гипюра, нижняя, ну, допустим, из шифона. Ну, то есть вы уже выбираете сами. Либо по цвету, да, верхняя часть одного цвета, нижняя другого. Я, кстати, специально сделала именно такой макет из двух цветов, чтобы вы видели вот эту линию. На мне она, кажется, располагается параллельно полу, но когда мы начнем кроить, вы не поверите своим глазам, как выглядит эта выкройка. Итак, начнем. Для построения верхней части нам не нужно будет большой бумаги. Итак, я взяла кусочек кальки, она у меня скручивается, поэтому я ее подмяла, разгладила, ну то есть понятно, да? Я сейчас проведу прямую линию по верху и от нее уже начну чертить. И с этой стороны, по этому краю бумаги я тоже проложу прямую линию, то есть чтобы было понятно, где у меня начало, где конец. В общем, вот с этого угла мы и начнем с вами. Начну я с горловины. Прежде чем мы решим, какую горловину нам строить, то есть какой ширины, какой глубины, мы должны с вами решить, будет ли здесь у нас капелька. По фотографии заявлено здесь либо разрез, я уже не помню, либо капля. Обработка тоже можно обработать бейкой, либо сделать стойку, либо какой-то воротничок, то есть это уже тоже ваша фантазия. Но если мы будем здесь делать разрез и каплю, и вот здесь у нас будет завязываться на бантик, тогда мы можем сделать более глухую горловину. Если мы не будем делать вот здесь разрез, мы можем сделать более открытую горловину. То есть более расширить вот сюда, более углубить. Это уже опять же на ваше усмотрение. В общем, я скажу так, если вы будете делать разрез или каплю по переду с дополнительной завязкой, то тогда мы с вами для маленьких размеров откладываем 7,5 вот сюда, для средних размеров 8-8,5, для больших размеров 8,5-10, вот так. Ну, то есть тут уже зависит от размеров. Если мы не будем делать каплю, то минимальная горловина у нас будет 9. То есть 9 сантиметров вот здесь, это будет минимальная, да? 9, 9,5 и 10, то есть это уже зависит от размера. Ну, в общем, я буду делать каплю, поэтому я для своей модельки беру 8 сантиметров вот сюда, углубляюсь на 2 сантиметра.
Кстати, эту блузку я шью на девочку, которая достаточно стройненькая, достаточно худенькая, и у нее разница между длиной спинки до талии и длиной полочки до талии всего 2 сантиметра. Поэтому эта выкройка, она будет минимум отличаться, то есть спинка от полочки. Я хочу показать выкройку, вот именно эту выкройку, то есть вот она построена по моей фигуре, я хочу показать именно по своей фигуре. У меня разница между длиной спинки и полочки до талии 6 сантиметров. То есть моя выкройка будет более яркой, более выразительной, то есть более понятные линии. Поэтому сейчас для начала я строю выкройку, то есть для вас, я строю выкройку со своими 6 сантиметрами. Итак, опускаюсь я на 2 сантиметра, но это минимально, 2 сантиметра. Если очень большой размер, то можно опуститься на 2,5, на 3, это уже ваше желание. На 2 сантиметра и ширину горловины я делаю 8 сантиметров. Провожу вот такую полукруглую линию, полудугу, горловину. Дальше я измеряю ширину плеч, то есть от плеча до плеча через 7-й шейный позвонок и делю пополам, ничего не прибавляю. У меня это получается 19 сантиметров ровно. Вот они мои 19 сантиметров. Так, от этой точки вниз я откладываю 3 сантиметра. При примерке вы всегда можете откорректировать вот эту линию, да, то есть, ну, таким образом, обычно я себе делаю 2,5, вот глядя на мои плечи, вы можете сравнить со своими. Если у вас более прямые плечи, то, ну, возьмите 2,5. Если у вас более покатые плечи, оставьте эти 3 сантиметра, а при примерке вы всегда можете лишнее срезать. В общем, я повторяюсь, обычно я себе крою 2,5 сантиметра скос плеча. В этот раз для такой модели я беру 3 сантиметра. То есть это вам для примера. Соединяю эту точку прямой линией с восьмеркой, с точкой 8. И продолжаю вот так пунктиром дальше. То есть это у нас линия будет временная. С плечом закончили, пока его оставим, плечо. Теперь смотрите, от самой верхней точки, от этого вот уголочка, да, назовем ее точка 0, вниз мы откладываем глубину проймы минус 1 сантиметр. У меня это получается 19 сантиметров, то есть от верхней линии. От верхней линии я откладываю 19 сантиметров и провожу прямую через эти точки, пока произвольную. Теперь мы с вами измеряем вот такую мерку. Честно говоря, не знаю, как эта мерка называется. Может быть, кто-нибудь в комментариях напишет. И вот так вот, не сильно натягивая, не сильно расслабляя, приблизительно в том месте, где у нас будет проходить вот этот шов, ну вот так вот приблизительно, да, и измеряем. У меня получается 115 сантиметров. Я прибавляю минимум 15 сантиметров к этой мерке. В первом видео, если вы не смотрели, я сейчас расскажу. Значит, в первом видео, в первом макете я прибавила всего 4 сантиметра, и я была прям скована. Во втором видео, то есть во втором макете, я прибавила 10 сантиметров. Уже было больше, лучше, но все-таки я считаю, что 15 сантиметров это минимум прибавки для такой модели. Вот здесь должна быть свобода. В любом случае должна быть свобода, потому что мы с вами двигаемся, мы не роботы. Кстати, даже роботы двигаются. Итак, 115, я прибавляю 15, у меня получается 130. И эту цифру я делю на 4. У меня получается 32,5. Значит, вот по этой линии я откладываю, вот от этой линии я откладываю 32,5 сантиметра. Откладываю. Для контроля еще поверху откладываю 32,5. Так, соединяю две эти точки прямой. Так, вот так мне будет удобнее, виднее. И теперь мы находим точку пересечения линии плеча пунктирной и вот этой линии. Вот она. И мы измерим с вами от верхней линии до этой точки пересечения. У меня получается 6,5.
чтобы не рассчитывать, чтобы не думать, не представлять там ничего, там не выдумывать, я просто от нижней точки также по этой линии откладываю вверх точно такую же цифру, как у меня получилось вот здесь, вот это расстояние. Вот они, 6,5 сантиметров. Теперь эту точку мне нужно плавненько вывести вот к этой точке, к точке 3. То есть плавненько прорисуйте сначала карандашиком, потом посмотрите, она должна быть логичной. То есть вот здесь не должен быть острый угол, здесь не должно быть слишком плавно. То есть она должна быть плавной полностью. Вот я ее веду отсюда, здесь она идет по прямой. И постепенно, вот так плавненько я подхожу к этой точке. Нравится мне карандашная линия, я ее прорисовала уже так пожирнее, почетче. Теперь от той же самой точки мне нужно вывести линию вот к этой, к нижней линии, плавную, вогнутую. Опять же, мы прорисовываем ее карандашиком, и только после того, как она нам нравится, после того, как мы понимаем, что она логичная, мы ее уже прорисовываем более жирно. Ну вот я приблизительно вот так себе набросала, вот, ну как вот получилось, да, вот такой уголочек получился. И смотрите, вот эта часть, мы ее делаем более плавной такой. Эта часть у нас будет вот это. Ну, у меня манекен немножечко сутулый, немножко не моя фигура, поэтому не, ну, то есть на мне вы видели, да, что эта линия получается совершенно ровной. Если мы ее вот так вот приподнимем, то она получается, видите, вот этот уголочек приподнят. А когда опущен, то она идет совершенно ровная. Поэтому я и говорила, что вы будете удивлены, как это строится, как это выглядит. Итак, у нас готова спинка. Значит, это у нас будет центр спины. Не забываем, то есть я напоминаю, вот это расстояние, то есть от точки 0 до точки, сколько у меня здесь, 19, это у нас глубина проймы минус 1 сантиметр. Вы, конечно, решайте сами, где у вас будет располагаться эта линия, но я нашла самую оптимальную цифру, то есть глубина проймы минус 1 сантиметр, для того, чтобы нам еще была возможность сделать пройму вот здесь, в этом месте, то есть в нижней части, да, нам обязательно нужна пройма. То есть мы не можем просто взять прямоугольники, сшить и вуаля. Поэтому я отняла 1 сантиметр. То есть можно, конечно, сделать выше, но ниже я уже не советую. Итак, спинка у нас готова. И что мы будем делать с полочкой? Я просто сейчас беру вот так. У меня черный маркер, у меня все видно. Я просто вот так складываю в 2 сложения. И у меня видно через скальку мой черный маркер. И я его сейчас... Получается, что я сейчас откопирую спинку и буду уже корректировать полочку. А в принципе копировать-то тут и нечего, да, вот это нижняя линия, плечевая линия, горловина. Мы с вами отметим, вот где у нас плечевая линия, где точка 3, значит горловина, ну в принципе здесь горловина, наверное, не будем менять, поэтому ничего не будем трогать. В общем, смотрите, у меня получается вот она спинка, и мы то же самое перенесли на другую сторону. Здесь должен быть запас, как минимум на расстояние вашей нагрудной выточки. У меня, я повторяю, нагрудная выточка 6 сантиметров, поэтому сюда я буду добавлять, к нижней линии я буду добавлять 6 сантиметров. А теперь, вот здесь у меня 6. А теперь я эту линию должна вывести плавненько вот к этой точке, 6,5. Вот она, да? Вот она точка. Плавненько. Ну и приблизительно вот так вот ведем. То есть от точки 0, 6,5 вернее, но у нас она здесь как бы 0, да? И ведем больше, больше, больше на расширение. Плавненько, плавненько, плавненько выходим к точке 6. Но это опять же мы будем прорисовывать, то есть вы будете сначала прорисовывать карандашиком, вести эту линию, да, нравится, не нравится, где-то там изменили, где-то там поправили, где-то сделали более плавно, где-то сделали более ровно. То есть, ну вот мне вот это, допустим, нравится линия, я ее тут уже себе карандашиком прорисовала, чтобы она мне заранее нравилась.
Вот. Теперь плечевая линия у нас остается на месте, мы ее просто повторяем. И что касается горловины, ну для начала нам нужно ее углубить. У меня макет я углубляла на 8 сантиметров. Вы же можете углубиться на 7, на 9, на 10, на 12, то есть как вам захочется. Я углубляю, как и макет, на 8 сантиметров. Но макет у меня без капельки, обратите внимание, да, кстати, я его надевала легко. Но если здесь еще будет какая-то обработка, если еще будет, допустим, какая-то стоечка или что-то, то мы с трудом будем надевать это. Именно эти цифры, вот то, что я сейчас дала, мы будем с трудом надевать на голову. Особенно если будет, допустим, прическа какая-то, будет неприятно. Поэтому либо вы делаете более расширенную горловину и шире, и глубже, да. Но здесь я не советую на спинке сильно углубляться, ну максимум до 3, да, сантиметров. А по переду вы можете сделать больше углубления. Или мы делаем каплю. Значит, я сейчас прорисовываю горловину. Вот 8 сантиметров я углубила по полочке. И, допустим, мы хотим каплю. Ну, например, капля, ну, в среднем, я думаю, может быть 6, может быть 9, может быть 12 сантиметров. Вот в среднем я беру 9 сантиметров. Вот она у меня как раз упирается сюда. И я делаю каплю. Вот. Просто вот такую капельку, запятую вот такую, да, в обратную сторону. И все, это у нас будет центр полочки. Помните, я говорила, что вы очень удивитесь? Давайте рассмотрим макет и рассмотрим нашу выкройку. На макете вот эта линия, она кажется совершенно ровной. А на выкройке она очень-очень изогнута и по спинке, и по полочке. Вот как раз в этом вся и загвоздка. Когда я делала свой первый макет, выкройку, да, я сделала вот эту линию совершенно прямой и уже к ней выводила линию плеча. Естественно, у меня ничего не получилось, и вот эта линия у меня уползла вот так вот вниз. То есть она у меня получилась улыбка, смайлик грустный, да. Второй макет. Почему я сделала 3 макета? Потому что второй макет я решила сделать с балансом. То есть баланс у меня разница 6 сантиметров, да, между длиной спинки и полочки. И я решила часть вывести вот сюда в плечо, а часть вот сюда. Но не всю выточку, а у меня получается, как я обычно делаю с цельнокроенным рукавом, 2 сантиметра сюда, то есть 1/3, и 2 сантиметра сюда. И что у меня получилось? У меня немного уплыла линия плеч назад, как раз на эти 2 сантиметра. И вот здесь еще немного грустный смайлик все-таки грустил. То есть чуть-чуть еще не хватало. И, естественно, вот эта линия низа тоже была задрата. Поэтому третий макет я уже сделала именно вот так, как вам сейчас показываю. Без баланса по плечу, а вся выточка уходит вот сюда. И тогда сел макет просто идеально. Вы это видели. Разобрали верхнюю часть, и теперь переходим к нижней. Что касается нижней части, мы, конечно же, должны с вами знать обхват руки, обхват груди. Я думаю, что при такой модели не обязательно будет измерять обхват бедер, даже если у вас разница 30 сантиметров между обхватом груди и обхватом бедер, вы в эту блузку в любом случае войдете. Смотрите, я сейчас прорисую опять же верхнюю линию для удобства, да, откуда я буду начинать, чтобы было видно. Опять же, у меня калька помятая только потому, что она у меня скручивается, я ее помяла и разгладила рукой, конечно же. Значит, вот я прорисовала верхнюю линию, прорисую сейчас вот здесь немножечко по боку такую линию ровненькую. И опять же от этого уголочка мы с вами начнем. Для начала вы решите, какая сборка вам нравится, густая, средняя или совсем небольшая. И уже прибавляйте на сборку, на свободу и на сборку. Значит, для своего рукавчика, для третьего макета я прибавляла 20 сантиметров. Обхват руки у меня 30, я прибавляю 20, получаю 50 и делю пополам, потому что я крою половину рукава. Значит, от этой линии я откладываю 25.
25. И, кстати, что касается низа рукава, вы можете немножечко заузить. Ну, тут уже смотрите сами, да, длина рукава, ширина рукава, тут уже ваше дело. Я просто, мое дело вот эту часть вам показать, а как вы там будете расклешать его или заужать, или делать прямой рукав с манжетом, на резиночке внизу. То есть все как вам захочется. Что я буду делать, я пока не знаю, поэтому... То есть я пока не совсем уверена. Поэтому вот, то есть прибавляю к рукаву 20 сантиметров и, пожалуйста, прорисовываю себе прямую линию. То есть я не буду его заужать пока. Возможно, потом, когда я уже буду конкретно думать о блузке, пока я думаю о выкройке. Вот, и уже потом я подумаю, что я буду делать с рукавом. Теперь смотрите, от этого угла... Вот от этого уголочка я вниз откладываю, можно отложить 3-4 сантиметра. Я откладываю 4 сантиметра, вот сюда 4. Почему? Потому что вот эта часть рукава, если мы ее сделаем прямой, то она у нас опустится ниже, и вот здесь будут как косые заломы. Поэтому, ну, тоже это как бы проверено, поэтому здесь я откладываю 4 сантиметра. Дальше... У нас вот эта деталь, глубина проймы минус 1 сантиметр. Допустим, глубина проймы у меня 20 сантиметров. Вот 19 сантиметров я уже отложила. Вот так я сейчас, да, прикладываю. Вот 19 сантиметров. Ну и к глубине проймы для свободы я прибавлю еще, допустим, 4 сантиметра. То есть у меня получается вот 19. Вот она моя пройма. 20, и я прибавляю 4 сантиметра для свободы. И в итоге у меня получается сюда я добавляю 5 сантиметров. Я надеюсь, понятно объяснила, да? И я, чтобы много не думать, я откладываю сюда те же 5 сантиметров. Ну и здесь можно лучиками вывести 5 сантиметров. Я себе уже тут карандашиком прорисовала, чтобы недолго мучиться. И теперь вот эту точку я соединяю вот с этой точкой плавненькой вогнутой линией. В принципе, здесь никаких правил. Как вам нравится, так и прорисовали. Главное, чтобы она была вот такой вот плавненькой. Можно под лекало, если у вас есть линеечка лекала. Что касается длины рукава, смотрите, у нас есть плечевая точка. Вот она, точка 3. И есть 6,5. То есть вот эта линия у нас уже начало рукава. Давайте ее измерим. Так, у меня получается 16,5 сантиметров. Ну, возьмем 16 сантиметров, лишним не будет, да, 0,5. Значит, 16 сантиметров у нас уже есть часть рукава. И от этой точки, от точки 4 вниз, мы откладываем то, что осталось. То есть, если у нас рукав 60, допустим, сантиметров, у нас есть уже 16, значит, получается, нужно добавить от точки 4 44 сантиметра. Но это еще зависит от того, какой вы хотите рукавчик. Возможно, вы захотите его, допустим, 3/4, или вообще коротенький, да, захотите. Или вы захотите длинный с манжетом, или вы захотите длинный на резиночке. То есть тут уже зависит от того, какой длины вы хотите рукав, какой рукав вы вообще хотите, будет зависеть длина вашего рукава. Значит, я сейчас прорисовываю, так, зацепила, прорисовываю линию низа рукава, вот они мои 44 сантиметра, и я провожу эту линию дальше. У меня будет... Вот эта вот линия у меня будет как бы одна линия от рукава переходить на полочку. То есть вот эта деталь у меня сейчас будет цельная, чтобы не высчитывать опять же полочку и спинку, вернее здесь будет и полочка, и спинка, они будут одинаковые совершенно. Никаких балансов, никаких изменений, дополнений, ничего не надо. Значит, вот эта линия мы просто отзеркаливаем вот сюда. Если у меня здесь 5 сантиметров, значит я сюда откладываю тоже 5 сантиметров. И опять же лучиками вот так 5 сантиметров отмеряю. Отмечаю или отмеряю. Вот, получается у меня пройма по рукаву и пройма выходит спинка-полочка. Дальше от этой линии мы с вами уже определяемся со свободой, со сборкой на спинку и полочку, на лиф. Возвращаемся к этой теме. Значит, мы уже с вами решили несколько минут назад, какую мы сборку хотим. Если не решили, то решаем сейчас. Но я советую, смотрите, минимальная прибавка
к этому изделию минимальная прибавка, ну, наверное, сантиметров 50, не меньше, потому что иначе у вас не получится сборка. То есть к обхвату груди мы прибавляем минимум 50 сантиметров, чтобы получилась такая умеренная сборочка. Либо, ну, наверное, от 50 до 80 это будет такая достаточно хорошая сборка. Но я думаю, что минимум 50 это просто вот, ну, будет, это уже будет не сборка, если делать меньше 50. Поэтому что я делаю? У меня обхват груди 100 сантиметров. Я прибавляю 50, получаю 150. И делю 150 на 4. Что у меня получается? А у меня получается 37,5 сантиметров. От этой линии вот сюда я откладываю 37,5 сантиметров. Для контроля ниже откладываю тоже 37,5. Провожу прямую линию. И спинка полочка у нас готова. Здесь мы можем написать центр спины и центр полочки. То есть они у нас будут совершенно одинаковые. Вы, конечно, можете сделать вот здесь, углубить пройму, но я думаю, что это, ну, 1 сантиметр, допустим, здесь, если вы углубите, смысла здесь нет, потому что будет сборка. То есть, ну, вы видели на мне это изделие, я комфортно себя чувствовала, двигалась во все стороны, поэтому все там замечательно, все хорошо. Выкройка у нас готова. Здесь мы все-таки напишем, это центр рукава. Почему я сделала под одну линеечку? Потому что она будет намного симпатичнее смотреться, если она будет на одном уровне с рукавом. Но вы можете сделать блузку, саму блузку ниже. Это может быть, кстати, не только блузка, но и платье. Если вы, ну или как это называется, платье, если вы захотите, допустим, ее сделать ниже, вы можете здесь сделать умеренную сборочку, допустим, чуть ниже линии талии сделать еще один как бы ярус, и у вас получится ярусное, симпатичное платье, которого ни у кого на сегодняшний день еще нет. Вот, поэтому стройте для себя такую интересную модель выкройки. Я сейчас буду строить точно такую же модель для девочки, которая мне заказала эту блузку, и уже... ну, возможно, в следующий раз, в следующем видео я покажу, как собирается эта блузочка. Может быть, я не буду показывать, а покажу уже сразу на манекене. Еще у меня будут детальки. Я еще не решила. Возможно, это будет воротничок, возможно, это будет биечка с завязочкой, возможно, это будет стоечка. То есть я еще пока не решила, мы будем обсуждать это с клиенткой. Здесь у меня тоже что-то будет. Здесь будет либо резинка, либо воротник, то есть либо манжет. По-моему, она говорила, что будет манжет, хочет. Манжет, кстати, тоже может быть завязочкой. Здесь завязочка, будет тоже интересно. Ну и, естественно, это будет намного длиннее, сборочка будет более такая серьезная, поэтому, ну, в следующих видео вы обязательно увидите результат. На сегодня я с вами прощаюсь. Я надеюсь, видео было для вас полезным, понятным и интересным. До новых встреч!